Всем привет! Вы на канале «Оружие от А до Я», и это продолжение прошлой серии про мушкет. Тогда мушкет разбил рыцарскую конницу под Павией. Простой пехотинец одним выстрелом доказал, что дорогие доспехи и годы тренировок больше не делают человека неуязвимым. Но у победителя была проблема, о которой мы почти не говорили. Чтобы мушкет выстрелил, ему нужен был открытый огонь. И прежде чем человек додумается просто ударить камнем по железу, появится еще два решения. Оба будут работать, и оба окажутся недостаточно хорошими. Германия, окрестности Аугсбурга, 1520 год. Стрелок держит в руках то самое оружие, которое совсем недавно изменило поле боя. Но теперь представьте, каково с ним жить. Фитиль мог погаснуть в самый неподходящий момент. Ночью его тление выдавало стрелка, а перед выстрелом человеку постоянно приходилось иметь дело с открытым огнем. Пешему солдату это мешало, для всадника превращалось почти в тупик. Попробуйте удерживать поводья оружия и одновременно следить за горящим фитилем. Поэтому огнестрельное оружие существовало уже почти 200 лет, а конница все еще полагалась прежде всего на копья и клинки. И вот здесь происходит поворот, о котором редко вспоминают. Решение подсказали не оружейники, его подсказали часовщики. Нюрнберг и Аугсбург в начале 16 века были крупными центрами ремесла. Здесь делали оружие, металлические механизмы и первые небольшие пружинные часы. Оружейники и часовщики работали буквально рядом, и в какой-то момент кто-то понял простую вещь. Если пружина может привести в движение часовой механизм, почему она не может высечь искру? Так появился колесный замок. Внутри находилось небольшое стальное колесо. Стрелок заводил механизм ключом, нажимал на спуск, и колесо высекало искры прямо над пороховой полкой. Фитиль больше не требовался, открытого огня тоже не было. Есть чертежи похожего механизма, связанные с Леонардо да Винчи, хотя рабочие образцы появились в оружейных центрах Германии. Но важнее другое. Впервые огнестрельное оружие стало действительно пригодным для человека на лошади. Представьте конницу 16 века. Скорее всего, вы увидите всадников с длинными копьями наперевес. А теперь вместо копья дайте такому всаднику 2 пистолета. Именно так выглядели немецкие рейтеры. Они подъезжали к строю противника, стреляли почти в упор, разворачивались и освобождали место следующей шеренги. Пока пехотинец возился со своим фитильным мушкетом, перед ним могла пройти целая цепочка вооруженных пистолетами всадников. Тактика получила название «караколь». Она не сделала копье бесполезным и не превратила конницу мгновенно в стрелковую, но произошло то, чего раньше почти невозможно было добиться. Конный воин теперь мог нормально пользоваться огнестрельным оружием. За это пришлось дорого заплатить, в буквальном смысле. Колесный замок был сложным, капризным и дорогим. Внутри находился механизм, который больше напоминал часы, чем обычное солдатское оружие. В походе его охотнее увидел бы часовщик, чем деревенский кузнец. Грязь могла нарушить работу механизма. Потерянный заводной ключ оставлял всадника с дорогим куском железа, а сам пистолет иногда стоил как хороший конь. 1000 богатых всадников таким оружием вооружить еще можно. Десятки тысяч обычных пехотинцев уже нет. Получалось странно. Проблему фитиля решили, но получили новую. Оружие стало удобнее, а армия не могла позволить себе сделать его массовым. Попытались упростить. Примерно с середины 16 века в Нидерландах и Северной Европе распространяются замки, которые сегодня называют снэпхансами. Здесь уже не требовалось заводить маленький часовой механизм. Кремень сам ударял по стали и высекал искру. Конструкция стала дешевле, но перед выстрелом стрелку все еще приходилось отдельно открывать пороховую полку и взводить оружие. Стало проще. По-настоящему удобным оружие все еще не стало. Нужен был механизм, который обычный солдат мог использовать почти автоматически. Одно движение, один щелчок. Франция, начало 17 века. Оружейник Марен Ле Буржуа работает при дворе французского короля. Его заказчики оружием интересовались всерьез. Юный Людовик XIII с детства любил огнестрельные механизмы и, судя по сохранившимся описаниям, сам разбирал и собирал оружейные замки. Причем Ле Буржуа работал не один. Вместе с ним оружием занимался его брат Пьер. Одно из самых ранних сохранившихся кремневых ружей, сделанных для Людовика XIII, сегодня связывают с работой обоих братьев.
Интересный факт. Механизм, который потом разойдется по всей Европе, родился не в огромном арсенале, а в семейной мастерской. Примерно в 1610-х годах Ле Буржуа берет уже известную конструкцию и убирает из нее лишнее движение. Крышка пороховой полки и стальная поверхность для удара кремня становятся одной деталью. Стрелок нажимает на спуск, кремень ударяет по стали. Крышка одновременно открывается, искры падают прямо на порох. Все, не нужен фитиль, не нужен заводной ключ, не нужен маленький часовой механизм внутри оружия. Кремень, сталь и одно движение пальца. Именно эту конструкцию позже будут считать классическим французским кремневым замком. Ле Буржуа показал свое оружие при дворе. Следующие годы французские мастера дорабатывали механизм. Потом он начал расходиться по Европе, и довольно скоро почти никто уже не спрашивал, кто именно его придумал. Спрашивали, где заказать такую же партию. Теперь вернемся к немецкому стрелку, с которого мы начали. Только перенесем его примерно на 100 лет вперед. Ему больше не нужно постоянно беречь тлеющий фитиль. Не нужно носить рядом с порохом источник открытого огня. Оружие стало проще в обращении и заметно удобнее для солдата, который постоянно находится в движении. А это изменило даже то, как передвигалась пехота. Появляются драгуны. Сегодня их легко представить как обычную кавалерию. Изначальная идея была немного другой. Это пехотинцы, которым дали лошадей, чтобы они быстрее добирались туда, где нужны. Драгун мог приехать к нужному месту, спешиться и сражаться, как обычный пехотинец. Рейтеру требовались дорогие пистолеты и хорошая подготовка всадника. Драгуну нужен был конь для передвижения и сравнительно простое огнестрельное оружие. Разница кажется небольшой, для государства она была огромной, потому что король смотрел на оружие совсем не так, как солдат. Солдат спрашивал, насколько удобно из него стрелять. Короля интересовало другое – сколько таких ружей я могу купить? Колесными пистолетами можно вооружить сравнительно небольшую группу состоятельных всадников. Кремневые ружья можно было выдавать пехотинцам тысячами. И вот здесь небольшое изменение в оружейном замке начинает влиять уже не на одного человека, оно влияет на размер армии. Кремневый замок не создал огромные армии сам по себе. Государства росли, менялись налоги, снабжение и система набора солдат. Но теперь надежное огнестрельное оружие стало достаточно простым, чтобы вооружать им людей десятками тысяч. Франция одной из первых начала переводить на кремень целые части. К концу 17 века при Людовике XIV кремневое ружье со штыком становится стандартным оружием французской пехоты. И вот тут меняется уже сама логика войны. Раньше хороший стрелковый механизм мог быть дорогой игрушкой богатого всадника. Теперь государство могло заказать тысячи практически одинаковых ружей и раздать их обычным солдатам. Соседи смотрели на французскую армию и понимали проблему довольно быстро. Если твои солдаты все еще возятся с фитилями, а противник уже вооружает целые полки кремневыми ружьями, дело не только в удобстве. Он быстрее передвигает войска, ему проще снабжать их оружием. И людей с ружьями у него может быть больше. Поэтому кремневый замок распространяется по Европе, а потом выходит далеко за ее пределы. Ружье становится товаром. Европейские торговые компании везут его туда, где еще недавно подобного оружия почти не было. В Северной Америке огнестрельное оружие становится частью торговли с местными народами. В Африке европейские ружья попадают в существующие конфликты и торговые сети. И здесь история кремневого оружия становится гораздо тяжелее. Ружья обменивали на золото, товары и людей. Огнестрельное оружие стало одним из товаров, связанных с атлантической работорговлей. Одно и то же изобретение, которое избавило европейского солдата от тлеющего фитиля, теперь меняло баланс сил за тысячи километров от мастерской, где его когда-то собирали. И дальше масштаб только растет. Через 1,5 века после мастерской Ле Буржуа с таким замком солдаты будут стоять в американских колониях, идти через Европу и маршировать в армиях Наполеона. Меняются мундиры, меняются государства, появляются новые армии, а внутри ружья все еще работает тот же принцип. Кусок кремня ударяет по стали, высекается искра, порох вспыхивает, выстрел. И самое удивительное, что все это время кремневое ружье оставалось далеко не идеальным. Кремень постепенно крошился и требовал замены. Замок загрязнялся.
Осечки оставались обычным делом. Солдат нажимал на спуск, видел вспышку на полке и иногда не получал ничего. И с этим мир прожил почти 200 лет. Потому что долгое время лучшего решения просто не существовало. А потом произошло еще одно странное совпадение. Следующий большой шаг в истории огнестрельного оружия сделает уже не часовщик и даже не оружейник. В начале 19 века шотландский священник обнаружит вещество, которое реагирует не на огонь. Достаточно удара, и после этого оружию больше не понадобится даже кремень. Но это уже другая история. Подпишись, тут интересное об оружии.